Вот очень хорошая мысль, она мне понравилась, она меня поразила, когда я впервые услышал ее. Надо любить не поэтов, а поэзию. У любого самого великого поэта есть какие-то провалы, какие-то спады у писателя, у художника. Вот надо любить поэзию. Поэтому сказать, у кого я подпитываюсь, трудно. Я подпитываюсь просто в хорошей литературе. Я повторю, я подпитываюсь в хорошей литературе. Вы знаете, я вот слушаю вас сейчас и читал ваши интервью, которые в интернете, в газетах опубликованы. И вы знаете, у меня сложилось впечатление, что для вас писательский труд, вот, ну, это не искра Божья, вот снеспослана, как говорится, строка, рифма, а для вас это такое, ну, достаточно жесткое ремесло. Или я неправильно вас понимал? Ну, в общем-то, правильно. Дело в том, да и вопрос правильный. Почему правильный вопрос? Потому что очень часто, ну, конечно, не в такой редакции взрослой, задают дети. Их страшно интересует вдохновение. Вот как вдохновение. И детям я очень просто на пальцах объясняю. Детки, представьте себе ситуацию. Идет операция. Хирург режет, уже разрезал своего пациента, и вдруг он втыкает скальпель в стол и говорит: все, ушло вдохновение. Или водитель самолета тоже бросил штурвал, пошел там, сел на заднее кресло, заказал коньячка, вот у него кончилось вдохновение. Что же касается ремесла, то это слово такой уничижительный оттенок сейчас получает: о, ремесленник. На самом деле это слово очень хорошее. Вот у знатока русского языка Владимира Даля в его словаре знаменитом есть такое толкование, что ремесло — это умение добывать хлеб. Умение. И вот если мы начнем с умением, то есть с умом и душой добывать хлеб, то вдохновение придет само, и оно нас поддержит, а не наоборот. Продолжая этот вопрос. Вот было и вдохновение, коль оно все-таки должно присутствовать, и, ну, хорошее ремесло было при создании той или иной книги. Но а бывало так, что вот уже все сделано, все написано, только в печать просмотрели последний раз и в корзину. Ну, естественно, не без этого. Потому что мы слабы, мы часто делаем ошибки и в жизни. У меня по этому поводу есть такое очень грустное стихотворение. Оно коротенькое, но в нем все сказано. Словно рыбная котлета, я напротив не верчусь, не желаю быть поэтом, и от этого лечусь. Лучше мне оформить фирму и купить себе носки, чем искать ночами рифму, даром пользуя мозги. Но хлебнув чернил из фляги, я к перу лечу тот час, а перо летит к бумаге, а бумага в унитаз. Простите. 2008-2009 годы. Повести Лигуна попадают в финал крупнейшего международного конкурса «Заветная мечта». 2009 год. Юрий получает первое место в детской номинации на Волошинском фестивале, а также занимает первое место в номинации «Детская проза» в конкурсе «Русский стиль». 2010 год. Получает диплом IBBI за книжку «Тузики не сдаются». В том же году лауреат Международной Крапивинской премии за повесть «Карасенки-поросенки». В декабре 2010 года в московском издательстве «Никея» вышла повесть Юрия Лигуна «Боцман, бурундук, кот и крыса». 2011 год. Стал победителем первого городского конкурса «Сузирья Муз Днепропетровска» в номинации «Международное признание». Юрий Аркадьевич, вы часто сегодня говорите о Боге. Я понял, вы человек глубоко верующий. Вот что в вашем понимании прийти к Богу? Ну, результат — это почувствовать себя счастливым, просто счастье. Я очень долго шел, и путь был очень запутанный. Спасибо за глубоко верующего, это очень далеко, и только и молишься: Господи, укрепи мою веру. Вот. Становится спокойно жить. Перестают волновать какие-то мелочи. Ведь что вообще-то и меня раньше волновало? Ну, скажем, телевизор. Я вспоминаю такую историю. Иду и догоняю свою старенькую соседку.
с 5-го этажа. И она просто вот вся кипит. Она говорит: Юра, да как же это так? И начинают какие-то политические новости мне рассказывать. И она вся трясется. Я говорю: ну назовем ее Марья Ивановна. Я говорю: Марья Ивановна, просто-напросто либо слезьте с плиты, либо выключите горелку. Она не поняла. Я говорю: так вы же сами себя подогреваете. Вы сели на эту плиту, на вот эти новости. Вы можете повлиять на что-то? Нет. Вы можете повлиять только на себя, на свою душу. Это я уже не ей рассказывал, это я вот отвечаю на вопрос. И человек должен влиять на то, на что он может повлиять. И надо еще понимать уровни компетенции. Ну ты не президент. Чего ты себе рвешь душу? А ты же не только себе рвешь душу. Твоя порванная душа, как порванный парус, хлыщет твоих близких. Ты весь взбудораженный. И вот когда действительно человек идет к Богу, он успокаивается, его душа умеряется. Мне еще до этого так далеко, но я знаю, в какую сторону ползти. Скажите, вы самодостаточный человек? Если да, если вы себя таким считаете, вот в чем эта самодостаточность? Ну, это сейчас такое модное слово — самодостаточность. Я думаю, что не все понимают его смысл. Ну вот и расскажу, как я понимаю. Это водолаз крутой, который лазит на такой глубине, что даже рыбы его уважают. Вот он самодостаточный, считает себя самодостаточным. И все считают, и женщины ему вслед глядят, какой он мужественный человек. Но всего лишь перерезать шланг, который подает воздух, и все, конец самодостаточности. Так вот, я не очень себя достаю рассуждениями, насколько я самодостаточный или нет. Я просто пытаюсь почаще проверять, недалеко ли я отошел от этого спасительного шланга. Я вас благодарю за разговор. Ну, а пожелать, наверное, мне хочется вам одного. Я убежден, что каждый творческий человек всегда думает о том, что впереди у него самое главное. У вас, наверное, самая главная книга. Вот я вам желаю, чтобы у вас эта главная книга еще состоялась. Спасибо. Спасибо.